postmodern approaches в добавлении к модернистским и постмодернистским подходам to growth and development. к росту и развитию личности. This gives us a broad-based, truly integral approach Все это дает нам действительно такой широкополосный, широкого диапазона, подлинно интегральный подход to growth and development and human evolution. к росту, развитию и эволюционированию или эволюции человечества и человека. This is combined with serious shadow work. И это, конечно, должно сочетаться, этому должна сопутствовать очень серьезная теневая работа или работа с тенью. Or addressing our psychological and psychotherapeutic issues as well. Или, иными словами, работа с или внимание к нашим психологическим и психотерапевтическим темам, вопросам. Thus, not being sabotaged by our own unconscious. С тем, чтобы мы не оказались в ситуации, когда нас саботирует проявление нашего собственного бессознательного. Sound complicated? Сложно пока? Нет? Следите за мыслью. In a way, it is. Это следующая, на самом деле, фраза. Сложно, кажется вам, да? В некотором смысле, да, сложно. But remember, Но помните, these various dimensions are already present in you now. что все эти поименованные нами различные измерения, факторы, они уже есть здесь сейчас, присутствующие в каждом из вас. And they are operating whether you know it or not. И оперируют, работают в вас, знаете ли вы о них или нет, неважно. So your basic choice is whether to be aware of them И поэтому выбор, стоящий перед вами, это выбор, по сути, игнорировать or to continue to ignore them. или начать их осознавать и отдавать себе в них отчет. But exist they do. Но они существуют так или иначе. And wisdom would indicate trying to be as conscious of them as possible. И показателем мудрости здесь явится попытка быть наиболее осознанным в отношении их, осознавать их в наибольшей мере. And take them all into account. Принять их все во внимание. For a truly comprehensive or integral approach. Для подлинно всевключающего, всеобъемлющего интегрального подхода к реальности. And once you get started, И начав, you'll find that it's not nearly as complicated as it в seems. скорости обнаружите, что на самом деле не так уж это все сложно и запутанно, как это показалось вначале. That it's actually fairly simple and straightforward. И на самом деле довольно все это просто и прямолинейно. And can be worked on as an integral life practice. И над этим можно и нужно работать, как над практикой интегральной жизни, In a very honest, open, simple, and beneficial way. совершенно таким честным, открытым, простым и весьма полезным образом. So I would like to welcome you to this integral workshop. Поэтому я хотел бы еще раз вас всех поприветствовать на этом интегральном воркшопе, семинаре, With some of my top students который проведут мои лучшие ученики, who not only know my material inside out, не только знающие вдоль и поперек весь мой материал, всю эту тему, but have made their own important and original contributions as well. но и привнесшие в него свой уникальный, неповторимый вклад, очень важный вклад, I am joining you all in spirit. как вы вскоре все увидите. Я присоединяюсь ко всем вам в духе, And I am sending all of you much love and much light. и шлю вам океан любви и света. With very best wishes, С наилучшими пожеланиями, Ken Uilber. Кен Уилбер. So how much did you tell them about who I am? Oh, little bit, yeah. So clearly all of you are interested in Ken Wilber's work. Ну, так или иначе, все вы, кажется, заинтересованы в той или иной степени в работах, в трудах, в философии Кена Уилбера, да? So you also must be wondering, who am I? Ну, тогда вы думаете, наверное, а что этот здесь делает, кто это такой?
So I've been working as Ken Wilber's assistant for the past 10 years. Последние 10 лет я провел в качестве личного ассистента Кена Уилбера. And this all started because of my mother. Все это началось с моей мамы. I was keeping her awake until 1 or 2 in the morning. Я пытался не дать ей уснуть до часу-двух ночи. Night after night after night after night. Ночь за ночью. When I was 15. Когда мне было 15. And eventually she got tired of this. Со временем ей это поднадоело. Because I was asking her big, important, meaning of life questions. Потому что я засыпал ее этими огромными, больше чем жизнь, такими философскими вопросами. And she was tired and wanted to go to sleep. И она со временем крайне утомилась, и ей не хватало сна. So she gave me Ken's A Brief History of Everything. И она дала мне книжку «Краткая история всего» пера Кена Уилбера, which I read very, very quickly. которую я тотчас проглотил. And since that time, I knew that the only thing I wanted to do with my life И с этого момента я понял, что все, чем я хотел бы заниматься в этой жизни, would have to do with integral theory and practice. должно быть связано и будет связано с интегральной теорией и практикой. So I have been working with Ken since I was 19. И с 19 лет я начал работать с Кеном. And my primary emphasis has turned out to be integral spirituality. И интегральная духовность стала основным таким руслом приложения моих усилий. As many of you may know, Как, может быть, многие из вас уже знают, Ken had a series of life-threatening seizures in 2006 and 2007. в 2006 и 2007 году у Кен Уилбер перенес ряд таких очень серьезных припадков, которые, это были, так сказать, уже угрожало его жизни всерьез. So at that time, I had spent 5 years with Ken. К тому моменту я 5 лет провел с ним, Studying his theory very intensely and in detail. изучая очень серьезно и глубоко в деталях его теорию. But the trauma I experienced, Но та боль и травма, которую я пережил, from Ken's sickness, наблюдая его болезнь, could not be alleviated by the theory itself. Теория одна сама по себе не смогла облегчить мои страдания. And Ken always says Кен же всегда говорит, that when he writes his books, когда он пишет свои труды, he is in a non-dual state of consciousness он пребывает в таком недвойственном состоянии сознания and a third-tier structure of consciousness, и на таком третьем порядке, скажем, мышления, на третьем порядке сознания. which at this point may or may not mean anything. И третьепорядковое сознание для вас может для кого-то что-то значить, а для кого-то это новое понятие. But very highly developed. Но это что-то невероятно высоко развитое. Да? So because I was suffering so intensely, И поскольку я страдал так глубоко и так интенсивно в тот период, I determined that the most important thing was to discover both the state and structure. Я решил, что важно отыскать и состояние, и структуру одновременно, from which Ken wrote his books. Из которых Кен писал свои труды, из которых он творил, в котором он находился в момент написания книг. I had to find that understanding that transcended suffering and death. Мне необходимо было найти это понимание, которое превосходило бы страдания и смерть. So that is what I've spent my time on since 2006. И вот с 2006 это, так сказать, было моей основной заботой, и в этом именно русле я и провел, работая все эти годы. So instead of continuing to refine my conceptual understanding, И вместо, так сказать, дальнейшего рафинирования своего концептуального понимания, да, его усложнения и утончения, I have been working on discovering and refining
an identity that transcends concepts. Я работал над обнаружением той сущности, той идентичности, которая запредельна или трансцендентна концепциям. And Clint Foos, И Клинт Фус, who will be teaching this weekend with me, который сейчас едет сюда и который в этот уикенд будет вместе с Колином вести этот семинар, is going to be a very good partner for my style. он для моего стиля преподавания является очень хорошим таким дополнением, партнером. Like me, he has also been with Ken for 10 years. Как и я, он провел последние 10 лет также в окружении Кена. But for that entire time, he has done a very deep dive into the theory. Но за эти 10 лет он совершил такой потрясающий глубокий нырок в глубины этой теории концептуальности. So if you'd like a conceptual mind to wrestle with, I suggest him. Поэтому, если вам хочется побороться, так сказать, схватиться с таким глубоким концептуальным умом, философским, то эту задачу он выполнит с блеском. And my approach to teaching Мой же подход к учению is much more about transmitting the fullness гораздо более о передаче полноты of the integral vision интегрального видения, that it can be difficult to feel through a book. Того, что сложно ощутить путем простого прочтения некой информации книги. Because I've been lucky enough to spend nearly every day for the past 10 years with Ken. Потому что удача моя состояла в том, что мне повезло практически каждый день из этих последних 10 лет проводить в обществе Кена Уилбера. I've had the opportunity to experience the fullness of his being and his consciousness. Переживать на собственном опыте эту наполненность, эту полноту его бытия, его существования, этого человека, этого существа. And because he cannot travel, И в силу того, что он не путешествует, and he rarely teaches, even when it is near his home, и редко когда публично учит, даже если это в близости от его дома, it's my hope to be able to communicate that state of being, which is both infinite. я надеюсь, что мне удастся хоть отчасти донести до вас вот это состояние ума, это состояние бытия, открытое, And made supremely full and comprehensive. И всецело наполненное и такое всеобъемлющее, тотальное. By the integral vision. Посредством интегрального видения. So my intent is to speak from my experience. Поэтому намерение мое или посыл мой – это говорить из вот этого состояния переживания, этого опыта. Such that hopefully I won't be speaking about ideas from which I'm separate. Поэтому, надеюсь, я не буду говорить о каких-то отвлеченных идеях, которые мне чужды, а буду говорить о чем-то насущном и, так сказать, опытном. So one of the things that will be taught this weekend И одна из тем, которые будут рассмотрены нами, затронуты в этом семинаре, is Ken's teaching called 5 Reasons You're Not Enlightened. это учение Кена, которое называется традиционно «5 причин нашей непросветленности или непробужденности». And one of those reasons that prevents you from realizing enlightened awareness И одна из этих причин, которая не позволяет вам обрести это пробужденное осознавание или осознанность, is the activity of conceptualization. это как раз активное мыслетворчество нашего ума, постоянная концептуализация происходящего. Conceptualizing reality. Мы концептуализируем или обрамляем в понятие реальность. And in particular, trying to conceptualize the divine. И в особенности, что наиболее печально, мы концептуализируем или обрамляем свои идеи божественными. And I have no interest in anything I have to say. И мне совершенно неинтересно в каком-то смысле, что я имею по этому поводу сказать, if it's coming only from my small self. если это проистекает из моего ограниченного малого «я». So I'm not allowed to use the concepts of integral theory.
И мне не позволено использовать концепции интегральной теории, until I have disidentified with the activity of conceptualizing. и сказать, что я, так сказать, разотождествился, да, или диссоциировался от концептуальной активности моего ума. До тех пор, пока я не... Correct. Да, до тех пор, пока я не разотождествлюсь с концептуальной активностью моего ума, Such that I no longer feel separate. Так, чтобы я более не являлся и не чувствовал себя отдельно. And then within that state of wholeness or unity, И в этом состоянии наполненности или единства I hope to use the concepts of integral theory я надеюсь, смогу воспользоваться уже концепциями интегральной теории, as an expression of that wholeness. как выражение, как проявление этой наполненности, этого опыта. And it can be quite a struggle И это может быть таким довольно серьезным вызовом для меня, борьбой, to relinquish control отпустить вот это желание контроля, such that that state of wholeness can emerge. чтобы это состояние целостности, наполненности проявилось. But I was lucky enough to be teaching in Madrid, Но я был, так сказать, мне повезло, что я до этого учил в Мадриде, and this approach seems to work well enough. и показалось мне, что подход этот сработал, был успешным. And lucky for you, you also have Clint to speak to. И вам еще повезло дополнительно, что у нас еще будет Клинт рядом со мной в течение этого семинара. So I'm not sure what else to say at this point. Что еще хотели бы мы услышать? Можно сразу вопрос? Последний. Не можно вопрос сразу? Или какой у нас? Я думаю, мы можем перейти к вопросам-ответам и так. Сразу вопрос по последнему тезису. А может быть так, что попав в состояние целостности и желая концептуализировать снова, ты выберешь какой-то другой вариант концептуализации, не тот, который ты привык использовать, не интегральный подход Кена Уилбера. Okay, I will translate it by myself. So just in case if you come to a wholeness state, as you described just before, can it be that from this point of view, you will see a more perfect conceptualization model, which allow you to describe the world in another way, in a better way than you get used to, like integral approach or like that? Yes, that is the hope of what I am attempting to do. Да, это моя надежда, и я, так сказать, то, что я намерен сделать, надеюсь, что у меня это получится. Because for years I would use integral theory Потому что годами я пользовался интегральной теорией, as a tool to fix a broken world. как этой операционной системой, да, или инструментом, который позволял мне латать, да, чинить этот фрагментированный, этот сломанный мир. And when I did it that way, I experienced a tremendous amount of pain. И когда я делал это, я испытывал невыносимое, неописуемое мучение, боль. And I mean emotional pain, Я имею в виду эмоциональную боль. but I also mean physical pain, my entire body. Но и тело, боль на телесном уровне, все мое тело. So when I would use integral theory to fix a broken world, И используя интегральную теорию, я пытался починить, залатать этот раздробленный мир. my experience would then become nearly infinite pain and suffering. Опыт мой становился, по сути, бесконечным, непрерывным страданием и болью. Добро пожаловать. So I had to learn another way to use integral theory. Поэтому мне необходимо изучить, освоить новый способ пользования интегральной теорией. So now what I attempt to do is to get into a state И что я пытаюсь сделать теперь, это попасть в состояние, достичь состояния, where I experience form as great perfection, где я воспринимал бы форму как великое совершенство. to borrow a term from Dzogchen.
заимствуя термин из Дзogchen, but it can't be an idea of great perfection. но это не должно быть идеей или концепцией великого совершенства. It has to be what I actually feel. Это должно быть тем, что я действительно чувствую и переживаю. And then the attempt is to use integral theory И попытка должна быть затем воспользоваться интегральной теорией as a form of skillful means. как неким аспектом искусственных средств. Можно уточнить, правильно я поняла, что изучение интегральной теории не есть путь к просветлению? Am I understanding it right, that in your case or in general, just studying integral theory is not the way to enlightenment? No, absolutely not. Совершенно истинно так. Okay. В данном случае, каков же путь к просветлению ты предлагаешь? So what is the way to enlightenment you suggest, or in general Ken Uilbert suggests, if he didn't suggest anything? Well, there's at least two answers I could give to that. Как минимум пару ответов я могу дать на этот вопрос. The first has to do with the idea of integral life practice. Первый соотносится с так называемой практикой интегральной жизни, о которой мы говорили, Which suggests that you not only work on spiritual development, которая говорит нам, что необходимо работать не только над духовным своим развитием, but you work on body, mind, shadow, но ты работаешь над телом, умом, теневыми аспектами, as well as spirit. так же, как и над духом, над духовной составляющей. And generally, he doesn't recommend specific teachers. И обыкновенно он не рекомендует, не советует каких-то особенных отдельных учителей конкретных. It has to do with your own positive experience and recognition of a teacher. Здесь вам следует руководствоваться вашими собственными предрасположенностями, каким-то чувством близости, стремления к тем или иным традициям учителям. So he would recommend to follow that teacher and tradition as it is presented. И он просто рекомендует вам следовать этой аутентичной традиции, да, тем указаниям, которые она дает, практиковать ее. But then to supplement your practice with body, mind, and shadow practices. При этом дополнять вашу духовную практику, всю эту работу на пути, работой с телом, с когнитивом, с умом и с теневыми аспектами. And then the second answer to that question Второй элемент ответа был бы has to do with what we're teaching this weekend. с тем, собственно, чем мы займемся здесь в этот уикенд. The 5 reasons you're not enlightened. Это 5 причин, почему вы не пробуждены. But as with all of Ken's work, Но, как и со всеми работами Кена, even this teaching, 5 reasons you're not enlightened, это учение о 5 причинах нашей непробужденности, is only a map. это просто картография, да, это просто некие карты. And you have to discover in what way do you want to move forward with the practices that the map points to. И вам самим следует определиться, каким образом вы будете продвигаться в тех направлениях, к тем пунктам назначения, которые обозначены на карте. Можно я, чтобы давать пространство другим? Сейчас пару вопросов. Смотри, есть у кого-то еще вопросы? Дим, сейчас дай мне закончить вот этот эпизод быстро. Окей. С моей точки зрения, если я на данный момент не просветленный, то я какие-то части себя игнорирую. И свой путь вижу уже не совсем точно. From my point of view, if I'm not enlightened in the moment, I will not do perfect, I will not see my path in a clear way, so I will do mistakes. Соответственно,
что будет гарантировать мне продвижение, а не уход в данном случае из-за этой ошибочности? What will guarantee me that this path will move me to enlightenment instead of creating circles or confusions? And maybe, чтобы этот вопрос наиболее четко обозначить, является ли Кен Уилбер просветленным? Является ли там он гарантом прохождения данного пути? In order to put this question in maximum clarity, is Ken Uilber an enlightened person? Is he guaranteed this path will lead to enlightenment? I actually think those are two separate questions. Я здесь усмотрел два отдельных вопроса. I believe that Ken has a stable non-dual state. Я верю в то, что Кен неотрывно, стабильно пребывает в недвойственном состоянии сознания, Which in many traditions is considered the highest form of enlightenment. что во многих традициях считается наивысшей формой пробужденности или просветления. But I don't believe any path whatsoever Но я не верю в то, что какой бы то ни было путь guarantee мог бы кому-либо гарантировать, так, в таких терминах гарантировать, if for no other reason that the great wisdom traditions say that enlightenment is truly ever present. Тем не менее, в традиции великой традиции мудрости все говорят, что плод этого состояния это оно всегда присутствующее. And 5 traditions that Ken points to in this teaching. И 5 традиций, которые Кен именует в этом учении. These teachings are not really practices. Учения эти не являются в полном смысле этого слова практикой. Most of the time, По большей части practices involve changing something in your experience. практики подразумевают изменение чего-то в вашем опыте. You're trying to get from a state of confusion to a state of clarity. Из состояния заблуждения и, так сказать, смятения ума вы стараетесь прийти к состоянию ясности. Or from agitation to peace. Или от состояния возбужденности к состоянию покоя. And these practices aren't like that. Эти практики не таковы. Ken often calls them paths of recognition. Кен их часто именует путями узнавания. So what they try and do is point out the enlightened nature И of все, что every они moment. делают, это пытаются указать нам или указывают нам на присутствующее в каждом моменте нашего бытия, это недвойственное пробужденное состояние. У меня вопрос. Хотелось бы определиться с понятиями. Что традиции Кена, что такое просветление? И второй вопрос сразу же. Когда Кен задает... по одному. По-моему, подъехал Клим. Да. И я предлагаю его поприветствовать и дальше. Не, он еще не находится. Мы его не пускаем, мы сейчас его дезинфицируем. Он не... Будет Мы стол. сейчас Будет стол. Вот второй вопрос. Давай, подождите, дайте я пропел. Вы меня согретесь, я-то не просветленный. So the first one was, I want to make clear, what is enlightenment in Ken Uilber's terms? What do you mean when you say enlightenment? Sure. Good question. Хороший вопрос про термины. So for Ken, there are 2 axes of an enlightenment. Для Кена существует то, что можно назвать двумя осями, как бы, да, просветления. States of consciousness Состояние сознания and structures of consciousness. и структуры сознания. And what the great wisdom traditions are pointing to И на что указывают великие традиции мудрости, has to do with states of consciousness.
Это относится к состояниям сознания. So let's just stick with that for now. Поэтому давайте пока вот этим себя ограничим на какое-то время. Because if we start talking about structures, it'll get a little too complex. Потому что если мы перейдем к рассмотрению структур, мы тут немножко запутаемся с вами. So for Ken, the definition of enlightenment would be Поэтому в терминах Кена или в его понимании просветление это a state of understanding состояние понимания, where you have transcended and are free from в котором вы произошли и свободны от all objects, все объекты, whether they are in a gross state, a subtle state, or a causal state. будь то в грубом, тонком или причинном состоянии. Another way to say it is freedom from everything when you are awake, Иными словами, свобода от всего, когда вы пробуждены, freedom from everything when you are dreaming, свобода от всего, когда вы находитесь в состоянии сознаниения, спите, and freedom even from the experience of deep dreamless sleep. и свободны даже в состоянии глубокого сна без сновидений, то есть в третьем состоянии. So it's realization of an identity that is unqualifiable. Иными словами, это достижение или постижение идентичности или самоидентификации, которая неописуема, которая не unqualifiable, Infinite, бесконечно, неописуема, не детерминируема, да, никак не обозначима, timeless and eternal. неопределима, Timeless and eternal. безвременное, да, изначальное, вечное. As this infinite identity, И вот эта бесконечная идентификация или отождествление, which is actually identical to your own awareness, которая на самом деле в итоге идентична самому вашему сознанию. this identity was never born. Эта идентичность не рождалась никогда, не сотворена, And therefore it will never die. и, следуя из этого, она бессмертна, она никогда не умрет. So, in many ways, what I just described is the first enlightenment, И то, что я описал сейчас, это, можно сказать, первое просветление, or the first half. или первая половина. And, Вторая половина and with time and continued practice and development, со временем и с продолжающейся практикой и развитием, where you are continuing to rest in the pure, infinite witness, когда вы продолжаете пребывать в этом чистом, бесконечном свидетеле and you are perfectly free. и совершенно свободны, At some point along that continued practice, в какой-то момент на пути этой непрерывной поступательной практики, at least if you are in a non-dual tradition, по крайней мере, если вы следуете пути недвойственной какой-то традиции, teachers will have you look at questions like, учителя попросят вас обернуться к вопросам таким, как are subject and object actually separate? отдельны ли на самом деле субъект и объект? Because the feeling of that first enlightenment Потому что ощущение в этом первом, так называемом, просветлении can be described as infinite subjectivity. может быть описано как бесконечная субъективность. But then it's very confusing to look at this world and wonder, why is this here? И затем огромный вопрос. Хорошо, из этой бесконечной субъективности я смотрю на весь этот богатый, обширный, разнообразный окружающий мир и удивляюсь, откуда вообще все это, что это все. Because with the experience of that infinite subjectivity, Потому что в опыте, в переживании этой бесконечной субъективности, particularly if the experience is deep, в особенности, если это действительно глубокий, тотальный опыт, you are certain that that is the only thing that is real. вы совершенно уверены, неопровержимо уверены, что это единственно реальное, Because it has been a direct experience for yourself. потому что это было вашим прямым непосредственным опытом переживания.
but what teachers in a non-dual tradition will continue to point you towards Но учителя в недвойственных традициях продолжат указывать вам на what is the relationship between that infinite subjectivity на то, каковы связи или каковы отношения этой бесконечной субъективности, that unqualifiable ground of being, этого неописуемого или неопределимого основания бытия или основы бытия with the entire world of form. с проявленным миром форм вокруг нас. And at some point, И в один момент subject and object spontaneously collapse. Субъект и объект внезапно схлопнутся. And there's no longer any feeling whatsoever of being trapped behind your eyes. И не будет более никакого столь привычного нам доселе ощущения, что мы где-то там зажаты, уловлены за нашими глазами, что мы оттуда из-за них воспринимаем мир. Because with the witness, there's a contradictory experience. Потому что есть некое противоречие в опыте свидетельствования. There is both the experience of being infinite, Есть в то же время опыт бесконечности, переживание бесконечности, необъятности, and at the same time, you feel separate and divided. но в то же самое время вы чувствуете отдаленность, дистанцию и разделенность. Because that realization Потому что это постижение, это реализация, is simply freedom from form. есть просто свобода от формы, от проявленного. And I like to say that a non-dual realization Я хочу сказать, что недвойственное постижение, переживание is freedom as form. – это свобода в качестве формы или свобода как формы. And you'll have to tell me what tradition, but they will say form is emptiness and emptiness is form. И в традиции запредельной мудрости, в традиции сутры Праджня Парамиты, в различных ее версиях, это звучит как пустота есть форма, форма есть пустота. Это об этом. And it's an actual experience. И это, собственно, наш наличный опыт. Так это и переживается. It is absolutely shocking Это совершенно потрясающе, шокирующе. Because for me personally, Для меня лично the prejudice I had against form предрассудки, так сказать, и мои, которые я имел относительно формы, was rather intense. можно сказать, были весьма и весьма таким плотным, серьезным. Because the only thing my conceptual mind could see Потому что все, что мог видеть мой концептуальный ум, was nearly infinite suffering. это было практически все безграничное и бесконечное страдание. And what made it much worse И что еще ухудшило ситуацию, is that with an integral theory, это что посредством или при помощи интегральной теории, instead of seeing 3 or 4 ways that the world is broken, вместо того, чтобы видеть дополнительные 3-4 измерения или плана того, как разрушен, как раздроблен этот мир, как он сегрегирован, you then see hundreds of ways that it is broken and fractured. ты начинаешь видеть сотни и сотни способов или, так сказать, углов зрения у тебя появляются на фрагментацию, на раздробленность этого мира. So I would say Ken's understanding of enlightenment И я сказал бы, что понимание Кеном Уилбером просветления has to do with the realization связано с вот этим вот постижением, с этой реализацией of the unqualifiable and infinite этого неопределимого и безграничного, ground of being, бесконечной основы бытия, which is your own true identity. которая есть ваша подлинная сущность. And that true identity Эта подлинная сущность, ваша идентичность, то, кто вы есть на самом деле, is one with, едино с identical to, или идентично, non-dual, недвойственным and not separate или неотделенным. with the entire universe. Оно не двойственно и не отделено от всей Вселенной. And the experience is А опыт переживания этого, that the cosmos is great perfection. что весь космос является одним великим совершенством.
you still experience the suffering, Вы по-прежнему ощущаете, переживаете страдания, but that suffering is no longer the largest truth in your experience. но страдание это больше не является наиглавнейшей, какой-то мощнейшей, крупнейшей истиной. And the motivation for why you act И мотивация, с которой вы действуете, no longer comes from a place of being small and broken, более не проистекает из ощущения себя каким-то раздробленным, каким-то маленьким. it's coming from a place of infinite fullness. Она проистекает из источника этой безначальной наполненности, которую мы теперь переживаем. And what that means Что же это значит на самом деле? is that finally you are no longer terrified of suffering, Наконец, ты более не являешься, ты более не запуган, не трепещешь перед страданием, because as a separate and finite being, потому что как отдельное как отдельное и конечное, да, ограниченное существо, is that even if you have a great deal of desire to alleviate suffering, даже если ты полон решимости и страсти искоренить страдания, the feeling is that if I encounter too much, ощущение такое, что если ты столкнешься с его, так сказать, превосходящими силами, да, страданий, the feeling is that if I encounter too much suffering, если I will die. на пути моем встретится слишком много страданий, я просто не вынесу этого и умру. There's profound and fundamental fear there. И у нас всегда присутствует такой фундаментальный, основополагающий, такой базовый страх этого. But if your identity is infinite and unqualifiable, Но если самоидентификация ваша бесконечна и неопределима, and you are not separate from the тогда world, вы более не отделены от мира. and the feeling of not being separate is great perfection. И вот это чувство неотделенности, чувство единства – это великое совершенство. Then when you respond to Когда вы conditions, отвечаете на вызовы, на какие-то внешние условия, there's no particular cognitive reason behind it. нет какого-то отдельного когнитивного резона, скрытого за вашими реакциями, You respond because you're not separate. вы реагируете или отвечаете именно потому, что вы не отделены. And I believe that integral theory И я верю, что интегральная теория allows individuals with access to enlightened understanding. позволяет индивидам, Yes, please. она позволяет индивидам, имеющим доступ к таким просветленным, пробужденным состояниям, To express that understanding in the most skillful way possible. выразить или изложить, проявить свое вот это понимание наиболее искусным, связанным, понятным образом. You have to have an understanding of emptiness Необходимо обладать пониманием пустотности for skillful means to work. для того, чтобы искусственные средства или метод, да, второй элемент просветления, начали работать для вас. But the functioning of skillful means Но само функционирование, работа искусственных средств, действий ваших, has to do with your understanding of the relative world. должны быть связаны с вашим пониманием этого относительного многообразного мира вокруг. And if your understanding of the relative world, И если вы понимаете этот относительный условный мир, then your skillful means will be limited. Если ваше понимание этого мира относительной или условной реальности ограничено, то ограниченными будут и ваши искусственные средства или действия. Then how skillfully you express enlightened awareness Поэтому то, сколь искусно вы выражаете свое просветленное знание, will also be limited. также будет, увы, ограничено. And what that means, practically speaking, Что это будет иметь, какие последствия это будет иметь на практическом уровне? is you won't be as good a bodhisattva as you could be. То есть вы будете не столь успешным, да, не столь искусным бодхисаттвой, каким могли бы быть, обладая бы этими качествами. Как
какова роль учителя как личности вот, в получении определенных состояний? What's the role of the teacher? Into you next. Вы следующий будете. Сейчас просто вы спросили. Most individuals find it very, very, very difficult Для большинства индивидов это очень и очень сложно to come to an enlightened experience прийти к этому пробужденному, просветленному опыту, that is deep and stable который был бы глубоким и стабильным, устойчивым одновременно, without the assistance of a teacher. без опоры на духовного учителя. Technically, Технически a teacher is not required в учителе необходимости нет, да, чисто технически. because you are enlightened Потому awareness. что вы и есть просветленная осознанность, правильно? It's possible that you could fully and spontaneously wake up, И вполне возможно, что вы сами спонтанно и в полной мере пробудитесь. but most people find it extraordinarily difficult. Но большинство людей сталкиваются с тем, что это исключительно крайне маловероятно и сложно. And for most people, the wise thing И для большинства людей мудрым образом действия is to find a teacher, будет нахождение наставника. and in some cases more than one, И в некоторых случаях ни одного, where you fundamentally trust their enlightened understanding того или тех, чьим пробужденным осознаванием вы в полной мере доверяете. and you also fundamentally trust their human embodiment and behavior. И также в полной мере доверяете их человеческой составляющей, проявленной человеческой части их человеческим качествам, которые они в себе воплощают. And Ken would simply recommend finding a teacher within a tradition that has non-duality as the endpoint. И рекомендация Кена довольно проста здесь. Она состоит в том, что вам необходимо найти учителя, заслуживающего вашего доверия, в той или иной традиции, духовной, да, традиционной школе, которая обладала бы этим недвойственным аспектом учения. Насколько регулярен ваш опыт погружения в недвойственное состояние в тонком и каузальном теле? How regular is your experience of how regular you experience the medial state in gross and subtle? In subtle and causal states for you. How interactive it is and how regular. In subtle and causal, not very much, В тонком и причинном, пожалуй, что не особо, because I have very little meditative training. у меня очень и очень ограниченный медитативный опыт. What my path had to do with inquiry. Мой путь скорее связан с вопрошанием, So depending on where you с start, исследованием, да, в зависимости от того, где вы это описываете. I've either done 10 or 15 years of inquiry. Я от 10 до 15 лет посвятил этой практике. Which means all the time, Я имею в виду все время, да, посвятил этому, because I couldn't find anything else interesting. потому что мне просто ничего другое не было интересно по-настоящему. So around the same time, I encountered my first book of Ken's. И примерно в этот же момент я и встретился с первой книгой Кена Уилбера. I had a strong experience of causal and witness. И у меня были довольно сильные переживания свидетельствования на причинном уровне. And from that point on, И начиная с этого момента, I was absolutely certain я был совершенно уверен, that
the true nature of reality что подлинная природа реальности and my own true identity. есть and My own true identity и моя подлинная идентичность, то, кем я являюсь на самом деле, was entirely present в полной мере присутствует at all times, no matter what I was experiencing. во все времена, вне зависимости от того, что бы со мной ни происходило, что бы я ни переживал. Because what I was experiencing Потому что то, что я переживал, was profound alienation and depression. это по большей части было тотальным таким отчуждением, да, и депрессией, подавленностью. But because of that experience, I was certain Но в силу этого опыта я был совершенно непоколебим, that my true identity was always, always, always present. что моя подлинная идентичность, моя сущность присутствовала в каждом мгновении любого из этих опытов. So my practice became И моя практика стала simply looking for that absolute identity. просто искать эту абсолютную, да, финальную идентичность. And sometimes I would put it in a form Иногда я воплощал это в какую-то форму, such as, who am I? например, вопрошание «Кто я?» Or what identity of mine transcends time? или «Что во мне?» или «Какая моя идентичность превосходит время?» And I simply did this inquiry all the time. Я просто это вопрошание, да, это исследование интегрировал в жизнь и проделывал его постоянно. And the only thing besides this inquiry that I found interesting Единственное, что меня интересовало, помимо этого вопрошания, was Ken's work. это была работа Кена. So when it comes to scratch that. And every time I attempted to do a practice, И всякий раз, когда я пытался выполнять какую-то практику, as you would traditionally find in any of the spiritual traditions, как они описываются, ну, практически в любой такой устоявшейся духовной традиции, where for the next 30 or 40 minutes I'm going to sit. где говорится так, что в следующие полчаса я таким-то образом сяду, Or something of that nature. или что-то типа того, и займусь тем-то и тем-то. I always felt that when I did that, I was engaged in seeking. Я всегда ощущал, что вовлекаясь в это, я вовлекаюсь в некий поиск, And that I was attempting to bring spirit about. словно пытаясь привнести дух туда, где его не было. Да? Вот я для этого сажусь и что-то делаю. And I was certain that that couldn't be done because it was always present. И я был совершенно уверен, непоколебимо уверен, что сделать это невозможно, потому что он всегда неотрывно здесь. So because of that lack of experience with structured forms of meditative training, И в силу отсутствия этого опыта или навыка знакомства со структурированными, более формализованными духовными традициями и практиками, I haven't really pushed into witness or unity in subtle or causal in any kind of stable way. собственно, и не продвинулся в сторону Subtle or causal. в причинное или тонкое переживание. То есть я не давил, не работал в этом направлении. Не стремился. Sorry. У меня вопрос будет несколько практически направлен, насколько это возможно. Меня интересует как исследователя, как врача, и не только. Как такая форма расширения сознания, как просветленность, или финальная просветленность, меняет возможность физического тела
любую внешнюю проявленность в страдании и болезни, как минимум. Потому что, как мне кажется, что страдания и ограничения физического тела и болезни являются таким очень ярким и красивым примером того, что происходит при просветлении. И с твоего позволения, я, если это возможно, я спрошу, можно ли использовать удивительный пример, горький в чем-то, пример жизни Кена Уилбера. Будучи рядом с ним, мог бы ты сказать, как ты чувствовал, как менялась его проявленность, его функциональность, если можно, его присутствие и способность его передавать, делать что-то для людей, на физическом плане, с тем, что в нем проявлены очень короткая ремарка. Для меня абсолютно ясно, что изменение ясности внутренней меняет возможность переживать боль и страдания. Я это знаю, я это вижу. Я это вижу в своем просветленном. Но как это выглядит в масштабе, я не буду. So I fundamentally agree Я с тобой целиком полностью согласен. that yes, an enlightened individual's understanding Да, просветление, понимание просветленного существа will have a profound effect on their relationship to pain and suffering. оказывает такой тотальный эффект на переживание ими всего, включая боль и страдания. In this case, in their personal body. В данном случае в их конкретном теле, да, инкарнированном плоти. But of course, Ken talks about 4 quadrants. Но, да, Кен говорит о 4 квадрантах, да, или 4 секторах, Which are the individual and the collective, которые делятся, как вы знаете, на индивидуальное и коллективное, looked at from the interior and exterior. на то, как мы смотрим на индивидуальное и коллективное с внутреннего и внешнего угла зрения, точки зрения. And Ken says these dimensions are always present wherever there is form. Кен всегда говорит, где есть форма, где есть что-то проявленное, эти 4 измерения, 4 квадранта или сектора всегда присутствуют. 4 quadrants do not exist in emptiness. 4 квадранта не присутствуют в пустотности, Because nothing exists in emptiness. потому что там не существует ничего. So I think what Ken would say in response to this question И как, я думаю, Кен ответил бы на этот вопрос, который вы задали, is that even though enlightened understanding что хотя просветленное понимание и transcends distinctions like the 4 quadrants, превосходит разделение, подобное делению на 4 квадранта, внешнее, внутреннее, множественное, единичное, within the manifest experience of a human being, в проявленном опыте человеческого существа, and it is very difficult to speak about these things without being contradictory, здесь очень сложно говорить на эти темы, не противореча себе. that enlightened understanding Просветленное понимание is still found within the upper left. По-прежнему обнаруживается в верхнем левом. So it's the interior consciousness or awareness. Это внутреннее сознание или осознанность. Верхнее левое – это индивидуальное, внутреннее я, внутреннее индивида. And he would say that you also have to take into account the other 3
quadrants. И он продолжил бы, что надо учитывать и 3 остальных квадранта. So in Ken's own case, И в случае его самого, he has had CFIDS, chronic fatigue immune deficiency syndrome. у него на данный момент синдром хронической усталости, иммунодефицитный, это будет комплексный, основанный на... Да, то есть синдром хронической усталости, проистекающий из определенного аутоиммунного заболевания. Since roughly the mid-1980s. Примерно с середины 80-х это развивалось. Some of the lake water they drank, right, was some story in Grace and Greer about it. Yeah. Some poisoning in the lake. Yes. Это в благодати и стойкости. Если кто читал, эта история описана, там какие-то были нейровирус какой-то в воде, из озера, где они жили, пили, и там много людей болело, вроде как туда это восходит, заболевание. So, as I believe he just explained, there was a chemical spill. То есть была какая-то утечка там химического свойства. Near. This is clean. Где лучше присесть? Здесь? Для чего? Или здесь? Для чего? Везде хорошо. Скоро заканчивать, не рассиживайтесь. Что? Можно просто будет немного холодно на улице. В общем, вентиляция с улицы, холодно на улице. Сейчас попробуем. So that. I just want some clean air. So, for example, that chemical spill is in the lower right quadrant. И вот эта вот утечка химическая, или что это было, заражение, да, это произошла на уровне нижнего правого квадранта, да, там у нас находятся подобные вещи. Which had an effect on his individual body and physiology. Что произвело соответствующий эффект на его внешнем физическом теле, на его функционировании, на физиологии. Which of course is the upper right quadrant. Это то, что у нас верхний правый, да, индивидуальное, внешнее. What the doctors believe. И то, что доктора подумали по этому поводу, is you have to have some combination of genetic predisposition. Что у вас также для этого должна быть некая генетическая предрасположенность для такого заболевания. Должна была бы быть. Plus exposure to some range of... Она должна быть, чтобы это возникло. Я так понимаю, что помимо только этого химического внешнего, да, должна быть некая генетическая предрасположенность, тогда одно накладывается на другое и развивается подобное заболевание. So Ken has been dealing with the experience of being chronically ill. И он, так сказать, имел несчастье иметь это хроническое заболевание, которое продолжалось for close to 3 decades. Практически 30 лет на разных, так сказать, с разной интенсивностью. Оно преследовало его. And one of the things I know he speaks of fairly often. Одна из вещей, о которых он довольно часто говорит, is that, for example, if he's in a lot of physical pain, что если у него, например, интенсивные какие-то физические страдания, болевые ощущения, he can rest in the witness. Он может перейти в состояние свидетельствования and just be witnessing, noticing pain. Просто наблюдая, просто осознавая, просто свидетельствуя эту боль. And from that place it doesn't bother him. И из этого места, из этой точки наблюдения, боль это его не беспокоит. But he can't do anything. Но поделать с этим он ничего не может. The only thing he can do is lie in bed and witness pain. Все, что он может делать, это лежать спокойно в постели и, так сказать, устранившись, наблюдать эту боль.
So he can be entirely at peace with the arising of pain. Он не может, Can. он может совершенно умиротворенно воспринимать эту боль, принимать ее, But have no capacity to function in his life. но не имеет возможности при этом функционировать должным образом в этой жизни. And personally, over the past several years, И на личном опыте в последние несколько лет, the first 2 or 3 years after Ken's seizures, первые пару-тройку лет после вот этих вот его припадков, судорог, которые были, да, которые я описывал, I would say he was quite upset with his situation. я могу, так сказать, как минимум, да, что он был весьма и весьма озабочен, да, или расстроен своим состоянием произошедшим. I'm sure he could still access these absolute states, Я уверен, что он по-прежнему имел доступ к этим абсолютным состояниям, but when he returned to the world, но когда он вернулся, так сказать, в кавычках, в мир, I think he found his situation quite upsetting. он обнаружил себя находящимся в весьма и весьма печальной, так сказать, тревожащей его ситуации. Because he just did not have the energy to write. У него просто не было энергии, чтобы работать, писать, And as much as all the other activities that he does, не говоря уже о всех остальных активностях, которыми он себя всегда занимал. for Integral Institute, for Integral Life, Integral Life, Интегральный институт, все эти проекты recording conversations with many different people, и запись всех этих диалогов и бесед с различными людьми. writing is his primary passion. При этом основная его страсть это, конечно, писательство. So I believe for those first 2 or 3 years, I believe he was very upset. И я полагаю, что он был очень и очень опечален произошедшим первые 2-3 года после этих вот серьезных приступов. But for the most recent, say 3 years, Но что касается, так сказать, недавних, да, вот последних 3 лет, I do not believe Ken in any way gave up on the possibility of writing again. я никак не вижу, чтобы Кен отказался, сдался, оставив мысль о написании своих трудов. But I believe he accepted his state of being completely. Но мне кажется, он в полной мере просто принял свое текущее физическое состояние. And for that past 2 or 3 years, И в эти последние пару-тройку лет I have, not just me, myself and others have noticed what I would call an extraordinary softness to и Ken. я и многие другие отметили то, что мы называем такой исключительной мягкостью, которая появилась в Кене Уилбере. And gentleness. И такая доброта, нежность, мягкость. And instead of fundamentally wishing circumstances were different, И вместо такого яростного желания, чтобы ситуация была иной, чтобы обстоятельства были иными, fully accepting them. полное их приятие. And from that acceptance, transmitting a very powerful non-dual state. И из этого приятия мощное транслирование недвойственного состояния. Окей. Может быть, если мой вопрос будет сейчас связан, это будет последний, когда мой вопрос. Вот мы подошли к этому. Мы говорили о том, что свидетель был проявлен. И Кен при этом не мог проявляться. Как он хотел? Я хочу спросить о втором аспекте, который для меня существует. Это способность быть проявленным, это энергетическое сознание. Собственно, это сама жизнь. Против свидетеля. А я сейчас повторю. Вот как в динамике его состояния, на его примере, вот этот второй аспект проявленности или аспект жизни,
против свидетеля, да, который не является верующим. Мог ли он как-то меняться благодаря его состоянию осведомленности? Частично ты об этом сказал. Частично ты об этом сказал, сказав, что он стал вот, более мягким, и эта форма изменилась. Появилась ли у него какая-то энергия, как энергия проявляться? Как если бы мы его сравнили с человеком непросветленным в этой ситуации. I think the simplest way to understand the situation, Я думаю, самым простым способом понять эту ситуацию, but I also believe it's the most accurate, но я думаю, что это не только самый простой, но и самый корректный способ, is that Ken's illness, in truth, is debilitating. Болезнь Кена является, как это у нас по-русски сказать, debilitating. Слабоумливающим. Нет, но медицинское как-то, это, ну, как сказать. Disability. Но debilitating disease – это болезнь, которая, ну, влияет на вас опустошающе, ну, как сказать, медицинский термин. Да, слабоумливающий, изнуряющий. Ну, изнуряющее, да, опустошающее. Это, если бы тут не обязательно, это не связано с дебилизмом. Ну, как инвалидизирующее, короче, да? Да, это как инвалидность. Вот, инвалидность. In that even when circumstances were very, very difficult, И даже когда обстоятельства были наиболее, так сказать, мрачны, печальны, he still managed to get a great deal done. он по-прежнему мог, ему удавалось выполнять многое. And I do believe that was because of the strength of his intellect and his spiritual development. И я верю, что это было благодаря и в силу его недюжинного интеллекта и его осознанности, вот этой духовной составляющей. But the other thing I feel Но еще одну вещь я чувствую, is that so much of the problem is in the upper right quadrant. но такой объем проблем, накопившийся в верхнем правом, Is that the amount of effect he can have и тот, так сказать, накопительный эффект этих проблем in terms of actually generating physical energy в смысле генерации какой-то телесной энергии, is fairly minimal, я думаю, что это минимальный, at least for this illness. по крайней мере для этой болезни. Окей. В эту паузу позвольте мне представить Клинта Фуза. Клинту большое спасибо, он летел сюда почти 24 часа, и все равно он к нам присоединился. Клинт также ближайший ученик Кена, он основатель проекта Core Integral, я думаю, многие его знают. И может быть, Клинт скажет немножко нам о себе и какой-то... Sure. First off, I just want to say it's great to show up and be here with you. Прежде всего, здорово, что я долетел, добрался сюда и здесь перед вами нахожусь. Even though I haven't slept for the last 20 hours. Я последние 20 часов не спал, поскольку летел сутки практически. I was really feeling it on the way up here, and then just entering the room, it's all shifted. Я практически уже, так сказать, валился с ног на подходе, но когда вошел в зал, все изменилось, и я полон сил, проснулся. And you know, just thanks in advance. I'll be thanking you probably every day, Dimitri and Eugene, for setting it up, and all the folks that
Спасибо. Спасибо вам, Дима, Женя, что вы все это организовали в первую очередь. У нас еще будет возможность вас поблагодарить все эти дни. Что вы смогли, так сказать, организовать для нас всех эту драгоценную возможность быть здесь с вами. Мы рады очень этому. Я вошел в такой, мне показалось, довольно трогательный, да, момент таких вопросов и тем. So I think I'll introduce myself maybe in the context of what I think I я, может быть, и представлю себя в контексте вот того, о чем сейчас шел разговор. There we go. I had I don't even know how to describe it, honor, privilege of helping Colin and a few others take care of Ken. Это для меня честь, привилегия помогать Колину и другим людям заботиться о Кене, помогать ему. And the work that I'm doing now, you brought up core integral, directly resulted from a conversation that I had with them. И та работа, которой я сейчас в основном занят, это упомянутый здесь проект Core Integral, как раз и произошла из какой-то моей беседы с ними. One second. Could you describe that before the seizures had the fall? So it was before he had the seizures, which you did mention, right? И перед тем, как с ним случились эти вот припадки, да, когда он был в этих обмороках до этого. And he didn't end up in the hospital against most people's recommendation. И он не попал в госпиталь, он не был госпитализирован, хотя это шло вопреки пожеланиям многих людей. And he was bedridden for at least 3 weeks. The following. Oh, I wasn't going to get into the details. If you didn't. Oh, okay. So that's not that. Just keep it on the introduction there. Well, yeah, we'll get into the details now. There's a private conversation going on. Yeah, Ken got up one evening and fell. И по сути, что произошло, это Кен просто встал, чтобы куда-то пойти в доме в один прекрасный вечер, ну или ужасный вечер, и просто рухнул. Going to the bathroom. На пути, так сказать, в уборную. You may have seen the pictures. Вы, наверное, видели да, вот это вот с такими синяками, да, на боку. Это известная фотография, я думаю, вы видели. And it caused a flare-up in the condition that he has. И все это существенно усугубило эту его, так сказать, симптомы, которыми он страдал. Вот это падение, это вот долгий обморок. And the mix of all of that is what led him to be bedridden for a few weeks. И вот совокупность всех этих факторов, так сказать, кумулятивный эффект выразился в том, что он практически 3 недели потом вынужден был провести прикованным к постели. And he wasn't talking, and he wasn't eating, and he wasn't moving. Не говорил и не двигался. And as he started coming out of that, it was my shift, if you will. I was there alone, just watching after him for a few hours. Когда он начал выходить из этого состояния, это выпало как бы на мою смену, на мое дежурство. Кто-то из нас всегда там дежурил рядом с ним, но это случилось, когда я был рядом. And it was the first time that I had directly encountered the possibility of his death. И это впервые я столкнулся с этой вот непосредственной такой реальной возможностью его смерти. So I decided to bring it up with him. И я решил эту тему поднять в разговоре с ним. And I asked him how he related to his death. И спросил его, а как он думает, что он думает, как он ощущает возможность своей смерти. And for a second I thought maybe I was going to get one of those sort of flippant or packaged answers. И я в какой-то момент подумал, что сейчас он мне выдаст, наверное, ну, свой такой, один из таких проработанных формульных таких ответов, да? You know, one of those answers that
is really just telling you shouldn't ask that question. Тот тип ответов, которые переводятся, что не следовало тебе эти вопросы спрашивать, да? But I figured since I was alone, I could just lie about the results and it was as if it never happened. Я был единственный там наедине, и, в общем-то, мне не надо было ни перед кем отчитываться, поэтому я посчитал удобным ситуацию спросить. But instead, he sat for a few minutes and he actually considered it. And it felt like he was considering it with me, but not in a way, obviously, that he hadn't encountered it before. Но он затих на несколько минут и серьезно задумался об этом вопросе, не так, чтобы он никогда о нем не думал прежде, но вот так вот передо мной, меня это удивило. And he said two things. И он сказал две вещи в итоге. First was that he didn't want to die with 10 books in his head. Первое это то, что он не хотел умирать с 10 книгами, зависшими у него над головой, ну, в его сознании, которые он не выдал еще на гора. But he said it in a way where he knew and I knew that that was probably going to be the case. Но он сказал это так, что как бы и он, и я, мы по умолчанию понимали, что, к сожалению, произойдет именно так. Even if he died 40 or 80 years from now. Даже если он через там 40 лет, 30 или 80 лет от этого момента умрет. Because that's just how the cosmos uses him. Потому что просто вот так космос его использует, такова его здесь задача. And I can't even put words to just the acceptance. И я просто не могу даже held. Словами передать вот то чувство принятия, чувство приятия этой ситуации, которое он излучал. And then he said to me, he didn't frame it as a concern or a worry. Затем он сказал мне, но это не было оформлено так лингвистически, как будто это была прямо какая-то мучившая там его забота или тревога. Не так это он оформил. It was a request. Это было скорее как просьба звучало. And it was to help continue his legacy such that it didn't die with him. И просьба эта, или как бы завет, да, звучал так, что следовало мне продолжать эту работу, чтобы наследие это, так сказать, не пропало в суе, а как-то двигалось дальше. Кто-то его нес. It was to do the work like this. Делать подобного. Of helping everyone in the world, anyone who's willing, anyone who's already doing it, to move this work forward. Продолжать делать эту работу в мире, нести ее в мир, чтобы все, кто заинтересованы в этом, все, кому это не безразлично, могли получать ее результаты, как-то продолжать двигать эту тему. And not let it go down in history as just centered around the man, Ken Uilber. И не сделать это какой-то просто темой, так сказать, театром одного актера, да, что все это вращалось вокруг Кена Уилбера, его не стало, темы не стало. So that conversation led to core integral for me. И вот для меня именно эта беседа привела к основанию этого проекта, которым я занимаюсь сейчас, Core Integral. And then ultimately, for him and for the rest of us, including Colin and folks that have studied closely with Ken. И в итоге для всех нас, для него самого, для Колина, для других людей, которые связаны с Кеном и соучаствуют в этом. So I do a lot of other things, teaching and consulting every now and then, and I work for a research company. Я занимаюсь многими еще другими проектами, учу там и сям для одной исследовательской компании, выполняю работу. But the core of it is working through Core Integral to help just a few thousand people approximate the experience that some of us have had the cosmic privilege to have directly with Ken. Но ядром этой работы, как бы ее сутью, является вот этот проект Core Integral, который позволяет тысячам людей, заинтересованных и участвующих в нем,
позволяет нам как-то поделиться с ними вот той благодатью, да, той удачей, которая выпала на долю нас, вот этой космической удачей, да, быть рядом с таким человеком, с таким состоянием. So it's a work in progress, and even still, it's in that place. И это работа, которая находится в постоянном прогрессе, это то, что я делаю. Вот такое поступательное движение, это тот дар, которым я чувствую, могу там как-то с кем-то делиться посредством этого проекта. So I'll leave it at that because it's something I'd rather have you experience over the weekend. И я на этом, пожалуй, остановлюсь, потому что это то, что я скорее хотел бы передать вам как-то в ощущении, в опыте, нежели просто рассказывать словами в ходе этого семинара. And we'll see what you guys think. И мы посмотрим, как это вам покажется, что вы об этом подумаете. Окей, у нас остается где-то 15 минут на встрече. Мы можем продолжить с вопросами, либо с каким-то рассказом. We can continue with question and answers. We have like 15 minutes left. We can just say a few words if you have something to come out and want to share. One particular thing. Story, anecdote. I'm up for questions if you are. I don't know what I fully stepped into, so I'm less inclined to More Q&A. Может быть, есть вопросы по предстоящему событию. Maybe some people have questions concerning the coming thing. Нам анонсируют тогда. Yeah, we can do those too. Может быть, анонс. Maybe you'll make Okay. an announcement of what you're going to teach and show. Yeah, we can. 3 days. As your friends say, you're very good in theory. Can you describe briefly 5 reasons of our По-русски можно? Сейчас, минуточку. Я попросил бы описать вкратце 5 причин нашего собирания. Tell you here, describe the 5 reasons reasons why we got late. we're not alive. Let me set this context. So Colin and I will be teaching together here starting tomorrow night through Saturday and through Sunday. Начиная с завтрашнего вечера, Колин и Клинт будут здесь учить вести этот семинар в течение, соответственно, пятницы и вечера, субботы и воскресенья. And the aim is to explore spiritual growth and development from 2 different but exceptionally needed perspectives. Пытаясь рассмотреть духовный рост и развитие под несколько разными, но в то же время исключительно важными, незаменимыми углами или точками зрения. Colin will offer a series of practices throughout the weekend on Ken's teaching, the 5 reasons. Колин предложит как раз ряд практик, основанных на вот этих помянутых 5 причинах, почему мы не пробуждены. And I'll do my best to demonstrate the usefulness of maps, of model theory on the spiritual path. Я же попытаюсь продемонстрировать вам значимость аквальных карт, да, интегральных карт на вот этом пути нашего духовного движения, развития. So to the specifics of the question, I'll let Colin comment on that. Да, поэтому детали будут. So yes, I'd be happy to summarize those 5. Я с радостью, так сказать, их сейчас изложу суть этих 5 моментов. And Ken likes to emphasize that these are simply 5 of the most influential. И Кен обычно подчеркивает, что эти 5 это не исчерпывающий перечень, а лишь исключительно важные, или наиболее сущностные. Я техник местный. There are other causes and reasons for unenlightenment. Существует также масса и других причин и резонов, почему мы не пробуждены. But these 5 have historically been the most influential. Эти же 5 исторически наиболее значимы и известны. So the first from the Madhyamaka Buddhism of Nagarjuna. Итак, первое это из буддизма Срединного пути или Мадхьямаки Нагарджуны.
And he states that the reason you don't recognize ever-present spirit где он говорит, что мы не узнаем, мы не распознаем всегда присутствующий дух, is because you conceptualize потому что концептуализируем, or you qualify. как-то квалифицируем, описываем понятийным вот этим аппаратом, So you try and give qualities or attributes to the divine, и приписываем различные качества, атрибуты божественному условно. or you conceptualize. Или концептуализируем мысли, творчество, короче. And Ken treats that as one. И это у нас идет за номер 1, да? The next one is from Yogacara Buddhism, Второе это из философской школы Йогачара, это также буддизм. and the reason you don't see perfect non-dual spirit А причина, почему мы не видим совершенный недвойственный дух, is because you objectify. потому что мы объективизируем. Сейчас. So instead of experiencing perfect and total unity, Вместо переживания, вместо наблюдения тотальной, полной, совершенной единенности, единства, неделимости, you experience a world of objects, вы переживаете мир объектов вовне, and they are separate from you, the subject. как отдельных от вас субъектов. And the third one is from Vedanta. А третье это из традиции Веданты. And for Vedanta, the reason you aren't enlightened И для Веданты причина вашей непробужденности описывается is that you differentiate. как дифференциация или развлечение, проводимое вами. So instead of perceiving unity, Вместо восприятия единства you differentiate between, for example, things like good and bad, вы начинаете различать, проводить развлечения между такими вещами, как, например, хорошее и плохое, you differentiate one person from another, а одного человека отличаете от другого, you differentiate the sky from the ground. приводите развлечения между землей и небесами, You are just generating boundaries и all the просто time. плодите границы, где не попадет. And as you've probably noticed by now, И как вы уже, наверное, заметили, when you get caught in any one of these activities, когда вы находите себя захваченными одной из какой-либо из этих активностей, you almost always end up engaging all of them. вы всегда, встречаясь с ними, вовлекаетесь в них. So if you are differentiating, Поэтому, проводя такие развлечения, you will almost certainly be objectifying and conceptualizing at the вы с same time. необходимостью будете концептуализировать, и вы с необходимостью будете объективизировать, то есть овеществлять внешние объекты, в отличие от внутреннего субъекта. And the fourth is from Dzogchen. Четвертое – это из традиции Дзогчен, тибетского. And for Dzogchen, the reason you aren't enlightened И в Дзогчен причина нашей непробужденности или омраченности объясняется как? is because you assume that spirit is not present, Это наша презумпция, что дух не присутствует, and therefore you seek it. и вы поэтому начинаете его искать, пускаетесь в погоню на ним. And by trying to find that which is ever present, И пытаясь всегда следовать за или идти в поисках того, что и так изначально присутствует, by looking within the stream of time, ища его в потоке времен, you are guaranteeing you'll never find that which is timeless. вы гарантируете себе необнаруживаемость того, что по сути своей безвременно. And the fifth and last И пятое, последнее, is truly and deeply unique. это действительно уникально и глубоко. Because the reason here why you aren't enlightened Это христианская традиция у нас. И здесь объяснение того, почему мы не пробуждены, is that you can't love to infinity. в том, что мы не можем любить до бесконечности. And this ends up involving the other reasons. И это также здесь будет вовлекать другие предшествующие этому причины. So instead of loving everything without exception, Вместо того, чтобы любить все без какого-либо исключения и развлечения, you withhold love мы начинаем удерживать любовь, сдерживать ее.
because of some concept, в силу тех или иных концепций, имеющихся у нас, or because you differentiate from that which is worthy of love and that which is not. или проводя развлечения, разграничивая то, что достойно нашей любви, от того, что нашей любви недостойно. And this tradition can be quite powerful. И эта традиция сама по себе может быть весьма и весьма мощной и эффективной. Because it can introduce spirit as a second person. Потому что она привносит дух как второе лицо, дух во втором лице. A divine you for thou. Или божественного ты, или божественного его. And therefore, if you don't feel you have the capacity Поэтому если ты чувствуешь, что у тебя нет сил, возможностей или способностей to love without limit, любить безгранично, then you can allow Jesus Christ to do it for you. ты можешь позволить Иисусу сделать это за тебя. And those are the 5 reasons you're not enlightened. Вот вкратце те 5 причин, по которым мы не просветлены. The point being, they are all activities Смысл в том, что все они являются некими активностями, that we are unconsciously engaged in. в которые мы подсознательно все вовлечены. And the practices within all these traditions И практика во всех этих традициях aim at becoming conscious of these направлена на activities обретение осознанности применительно к этим традициям, к so that этим you действиям, can finally stop. к этим активностям, чтобы мы наконец пресекли их и остановились. As Ken likes to say, Как Кен это любит называть. as soon as you realize you're pinching yourself, Как только ты осознаешь, что щипаешь себя, stop. ты останавливаешься, ты прекращаешь это. And part of the realization is there is no other that could possibly be pinching you. И осознавание также заключается в том, что нет и быть не может никакого другого или иного, кто бы щипал тебя. К сожалению. Окей, мы аккуратно подходим к завершению, это может быть хорошим крайним словом. И я предлагаю отпустить наших гостей отдыхать, потому что завтра у них они начинают учить. Предлагаю еще раз их поприветствовать и сказать спасибо. Дорогие друзья, для участников завтрашнего семинара, и может быть не только для них, да, но для них точно, в 17 часов мы завтра можем... 4, с 4 до 6. С 4 часов мы здесь можем встретиться на встречу, на которой основы интегрального подхода, модели будут вам рассказаны для тех, кто, может, еще недостаточно ориентируется и включен для того, чтобы проходить семинар. А могут прийти люди, которые еще не определились с семинаром. Да, на бесплатное Колин будет давать введение в модель Аквал, без знания которой семинар будет, То есть завтра вы все, независимо от того, кто будет участвовать в семинаре, можете прийти на послушание об интегральной модели. 4 часа. 4 здесь. С 4 до 6. С 4 до 6. Вы можете, видите, Саша как хорошо ориентируется, вы можете его, гостей мы отпускаем, поспрашивать Сашу, он может вам. Я вот слышал, спасибо, Саша, короче, я хотел сказать. Это большой труд переводить такие вещи. Дима, это твоя же? Ты сохранил мой рюкзачок? Я его спрятала, куда забыл. Ты не помнишь, куда я спрятал его рюкзак? Ты очень... тебе срочно его, да? Ну, не срочно, может быть, в любой момент. Ничего не сказали. Клин даст 4-часовой воркшоп по применению интегральной модели. То есть, пойдем. То, что вы сказали, Можешь помочь интегральные модели. Поделится своим опытом и ответит на вопросы, и поможет понять, как можно интегральную модель применить. Практики,
Это вот который в шляпе. Да, да. И скольки до скольки это будет в неделю? 3 часов. До 7. И сколько это будет стоить? Для участников основного семинара 2000, для участников по преподаванию нет. И можно здесь будет прямо на этом этаже? И можно подъехать к 3 часам? А вы регистрировались? Да, мы регистрировались, да, вот на понедельник. Хорошо. Хорошо, то есть если что, к 3 можно подъехать и заплатить 2000. Да, Спасибо большое, спасибо за тебя. Все, до свидания. Если удобно, скажите, пожалуйста, такой вопрос. Можно подойти? Сколько будет стоить? На эту встречу просто нет возможности воскресенья максимальная Ой, спасибо. Да, я его даже не знаю. Ну, допустим, сколько какое время будет? Можете оплатить, можете оплатить. Ну да, потому что мы вдвоем с девушкой, парам у нас по умолчанию 20%. С 4 до 6 открытая встреча бесплатная, а 12 дневных бесплатных. Только подойти к администратору, она вам расскажет, что это сделано. Я вот такого А где? Вот, Дима, по платному семинару. Девушка, вы можете у Дмитрия спросить. Дина! Что такое вопрос? Не, это понятно. Если мы в пятницу не подойдем, не пойдем вообще, но вам нужно владеть интегральной картой. Это твоя половинка, это мне. Я читал несколько книг Уилбера, у меня знания более-менее есть. Квадранты, линии, да, со секторной. Этого хватит. Но с девушками всегда не просто. Будет даваться некоторый такой ликбез, да, больше? Да. Вот уже. Да.